Всем привет! Сегодня пойдет история о замене пыльника. Эта работа достаточно тяжелая физически, и в процессе работы я буду ее показывать. С той стороны я менял уже, и сейчас буду менять с этой стороны. Заказал точно такой же пыльник. Он идет, можно сказать, пластмассовый. Мягенькие, только здесь места более-менее мягенькие. Это у нас там, где сжимаются хомуты. Маркировочка вот. В комплекте идут уже смазка, 2 хомута и сам пыльник. Плюсы и минусы таких пыльников. Плюсы — это то, что они износостойкие в разы. Особенно для внедорожников нам, когда везде там лазишь по всяким, можно сказать, этим препятствиям, то резиновые они недолговечные. Но лучше сжимаются хомуты. Ну, в принципе, мне кажется, что они чуть-чуть его доработали. Прошлый я ставил, то вот здесь не были они такие мягенькие в конце. Я думаю, они доработали, чуть-чуть изменили технологию, мне кажется. Потому что тогда он был дубовый весь. Так, ну, все, двигаемся дальше, буду показывать. Сейчас снимаю крышку и откручивать будем гайку. Так. Крышку сняли. Снимаем шплинт. Снял шплинт. Снял крышечку вот эту вот. И теперь то, что мне понадобилось в прошлый раз. Я ездил даже назад, все собирал и ехал, покупал. Потому что головка здесь эксклюзивна в том плане, что 36, и она должна быть глубокая. Видите, глубокая какая. Покупал на ту сторону я. Вот так вот. Вот такая вот у меня головочка. Так, смотрите. К ней, ну, надо подбирать. Здесь, по-моему, есть какое-то значение. Это еще со времен СССР. Вот так он садится. Я здесь одевал, уже не помню, или трубку какую-то накидывал большую. Резьба здесь обычная. Откручиваем, закручиваем. Все стандартно. Правосторонняя резьба. Сорвали, открутили. Откручиваем, срываем болты. Поддомкрачиваем и снимаем колесо. По идее, пойдет она очень тяжело. Очищаем всегда все максимально. Нанесли, постояло. Опять щеткой по металлу. Опять забрызгали. Чем лучше мы вычистим, тем нам легче будет откручивать его. Вот такое длинное колено помогло мне открутить. Чем длиннее колено, тем легче откручивать. Колесо уже приподнял. Откручена гайка. Приоткрутил, пока машина стояла на земле, все болты. Или здесь гайки, да. Машину приподнял и обязательно страхуйте. Потому что домкраты имеют такое свойство падать. Ну, снимаем колесо. Откручиваем вот эти и ниже 2 болта. И снимаем суппорт, подвешиваем его. Снял. И диск тоже снял. Я ее уже, кстати, менял. Из-за чего здесь у меня медная смазка находится. Болты зачищаем ежичком. Щеточкой зачищаем. Смазываем ВДшкой, пусть она поработает чуть-чуть с резьбой.
Но ни в коем случае ее не смазываем смазкой никакой, потому что есть такая вероятность, что оно открутится. Эксперимент уже такой проводил, и откручивается, и потом стучит тормоза, когда нажимаешь, стучит все, так что не смазываем их, вот эти два болта. Откручиваются они очень тяжело, что неудобно, что тяжело. И тут применяем ту же систему. Как можно больше увеличиваем колено. То есть как можно больше. Есть возможность увеличить вот так вот. Увеличиваем вот так. Есть возможность увеличить его так, чтобы провернуть вот этот первый раз, пока пойдет. Увеличиваем, делаем больше колена. Чем больше колена, тем легче откручивать. Изначально стукнуть молотком. По разу, по два, не больше. Не надо там его сильно клепать, чтобы не позаклепывать здесь ничего. Чтобы потом нормально одевалось. Хотя эти болты достаточно долговечные и сильные. Так, ну я здесь не помню, откручивал я, наверное, или нет. По-моему, откручивал. Вот я сегодня ехал, заметил, что подстукивает руль. Вот уже мы знаем, что оно постукивает. Так, из-за чего хорошо делать самому. Сейчас буду откручивать ступичные болты. Их идут 3 штуки. Откручиваются они очень тяжело, очень. И эти болты зачастую, они, ну вот здесь я вижу грани нормальные. Их уже походу один раз здесь все-таки меняли. А с той стороны я когда откручивал, то это была катастрофа. Они, по-моему, там шли или звездочкой, уже вот точно не вспомню. По-моему, звездочкой они шли, и там все облизано было. Открутить их просто нереально. Или они были такие, но и открутить их было нереально. И, ребята, вот такой один болт, казалось бы, да сколько тут того болта? Чепуха. В интернете он стоит почти $80. Потому что они каленые, резьба здесь интересная. Но это не тот болт, тот, что будет там он. Но там тоже будет, по-моему, 10,9 написано на нем. Это у нас закал металла 10,9. И вот эти болты найти нереально, просто нереально. А если реально найти, то просто колоссальных денег они стоят. Я как раз, кто тоже будет менять, и у него облизанные болты, я вам сразу скажу. Они нам подходят тоже с джипов, но на вот этих паркетниках, что сейчас там как гамна позавозили, у них они держат рычаг. У нас такой болт держит ступицу. Единственное, что он у вас будет по длине, ну где-то вот так вот, ну чуть длиннее будет. Я вам скажу честно, я на это высрал, я его не обрезал, потому что изменится закал металла в том месте. Я не захотел этого делать, просто он будет длиннее здесь, он ни к ничему не мешает. Просто перед тем, как откручивать, зачистили. Повторюсь, они достаточно долговечные, эти болты. Из-за классного металла, из-за хорошего закала их хватает надолго. Вот единственная их проблема, это когда облизать вот эту головку, то тогда будет беда. Так что я нашел на разборках. И я их купил по 150 гривен. Все, что были, скупил, блин, говорю, пусть валяются, и они лежат у меня. Вот так вот. Но здесь я думаю, что они мне не понадобятся, и, наверное, все-таки закручу старое. Позачищали, все забрызгали, и пусть оно откисает. Потому что откручивать будет тяжело очень, повторюсь. Опять создаем колено максимально и будем откручивать вот ступицу, чтобы она вот сюда вышла. Гаечка у нас откручена уже как бы. Да, и забыл. Головка здесь идет для откручивания этих болтов и ступичных. Она идет на 18. Снимаем, просто простукиваем молоточком по кругу, и оно выходит. Здесь все
у нас всегда будет ржавчина, не удивляйтесь, это нормально. Потому что там его ничего не защищает. В любом случае там будет грязно, попадать будет. То есть я думаю, что предыдущий хозяин, он менял вот этот подшипник. Очень он аж выделяется, прям явно менялся. Я думаю, очищу здесь, скрою крышечку и смажу. У меня есть для подшипников мановская, по-моему, смазка. Так, здесь, конечно же, здесь будет писец. Тоже не удивляемся, все зачищаем. И оно вот сейчас можно попробовать. Вот оно вышло. Снял. Не надо хомуты там снимать. Я на себя его попробовал потянуть, и оно все вышло с хомутами совсем. То есть не надо там потом одевать хомуты, оно и так должно налезть и залезть назад. Сейчас снимать будем, разбирать гранату. Я ее, этот кусочек, что отпал, вот этот, где он является, короче, просто разрезал для того, чтобы снять его сюда. Но одевать ее надо будет вот сюда. То есть для этого надо снять гранату, разобрать ее, гранату, промыть там все бензином, чтобы там все было чисто, для того, чтобы потом заполнить туда смазкой вот этой новой. И одевать будем вот этот пыльник. Одевать его вот сюда и назад одевать гранату. Можно было это делать по-другому, не знаю, там как-то прогреть это горлышко и одеть с этой стороны, но все равно я буду мыть гранату. Кто не моет, то можете как хотите делать, но в любом случае это все надо, эти места зачищать, шлицы хорошо повычищать все, промыть их все хорошо. Ну, здесь просто перед установкой там со мной будет внутри промежуток вот этот, он будет там песок, грязь, надо будет аккуратненько завести, чтобы туда попало, когда вставляешь, и все. Так, разбираю гранату. Так, для начала снимаем шлюз. Вот так вот у нас стоит. Что нам надо сделать? Берем вот такую вот наставочку, отсюда ставим. Вот одной рукой держим гранату и пальцами вот я придерживал, да, вот так вот, грубо говоря. И вот таким вот ударом вот сюда. Бум! 2 удара она слетает. Вот так вот наклонил, стукнул сюда, оно приподнялось, шарик выбросил. Перед у нас ровный, а зад видно с таким вот ободочком. Это будет задняя часть. Ну, так их и достаем. Шарики эти. Верх гранаты. Здесь идет вот такой вырез. Это у нас идет под вот эту шайбу. Так вот. И здесь грань, она круглая. Это у нас верх. Низ, если смотреть, то тут вот выступает так чуть-чуть. И грань вот здесь идет. Рубаная такая. Это будет низ. Вот так вот на бок. И вынимаем ее отсюда. Ладно, опять-таки одной рукой не получится. Все здесь вычищаем, вымываем. Ежиками не пользуемся. Царапины здесь не нужны.
просто вымываем, протираем тряпочкой, забиваем смазку. После того, как я промыл, на дне была стружка. И вот я вижу такие так званые раковины. Вот тоже. Это уже пошел процесс, можно сказать. Вот тоже я смотрю. Не очень хороший. Здесь вообще надо будет сейчас чем-то щухать. Видно, что кусочки откалывались, и они попадают, закусывается, и может, вот видно даже вот здесь. Она будет закусывать, вот тоже. Ну, была бы граната, поставил бы что-то свежее. Ну а так придется ставить ее обратно. Но уже понимать, что граната на подходе. Потому что, я так понимаю, порвался пыльник. Туда попала грязь с водой. Ну, где-то начала закусывать. А металл здесь такой достаточно хрупкий. Что здесь. Обойма вот это. Это металл достаточно хрупкий. Ну и пошел вот такой процесс. Снимаем вот эту шайбу вот сюда. Одеваем пыльник. Потом возвращаем ее назад. Она сядет вот сюда в посадочное место. Довольно трудоемкий процесс снять ее отсюда. Ну а тут хомутик. Одеваем назад на гранату. Второй хомут. И в обратном вставляем и закручиваем. Вскрыл. Вот так вот. Раз, подковырнул. Потом отверточкой взял. И не поднимаем сразу, чтобы не подогнуть ее. А по кругу проходим, и она вылазит одна, потом вторая. Ну и сейчас это все дело смажу манолом. Когда устанавливал, шрус этот приподнимаем и так аккуратненько засовываем туда, чтобы шлицами он не прошелся по грязному вот этому промежутку. Приподнимаем и так его просовываем. Тут проходит с хомутами, так что все сделали на ходу и можно засунуть. Аккуратненько определить, в каком месте. У меня хомуты были в верхней части. И все туда зашло. Еще есть один нюанс, когда будете закручивать ступочные 3 болта, то чуть-чуть потянули, чувствуется тяжело. Следующий. И так вот так вот. Не так, что один взял и шуруешь, блин. Можно перекосить ступицу. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Дотянул, зажал хорошо. Можно работать с трещоткой, но в конце обязательно надо без трещотки еще чуть-чуть прожать. Вот так вот. Обрабатываем все медным спреем. Офигенная штука. Еще раз покажу ее. Так, обрабатываем вот эти все места, которые нам когда-нибудь придется открутить. Потом протыкаем сюда. У меня скрепка подошла. Протыкаем, там такая пружинка. Попробовали, что она работает. Потом берем, прокачиваем это все дело солидольчиком. И мы уже знаем, что нам тут делать надо будет дальше. Замена, по-моему, рулевого наконечника называется, по-моему, если я не ошибаюсь. Смазали, ставим тормоза, ставим диск. Кстати, ТРВшные диски поменял был спереди. И тормоза все, в принципе, поменял. И ручник же потом сделал. Вот так вот.
приятная усталость. Так, что касается тормозного суппорта. Когда устанавливаете назад, поршня уже потихонечку свое дело сделает, и зазор здесь будет уменьшаться. Когда вы будете одевать, и оно не будет одеваться у вас, как делаю я? Одной рукой держу сам суппорт, а второй вставляю вот сюда молоток, такая у него толщина, и потом беру его и вот так вот проворачиваю. Когда во время, когда проворачиваю, разжимаются тормозные поршня, и увеличится здесь зазор. Я вытащил молоток, назад одел, закручиваем болты. Тоже изначально надо все их оба наживить, потом только зажимаем, а то потом второй может не совпасть. Хорошо, затягиваем гайку, тянул сколько мог, колено тянул сколько мог. Вижу, уже ключ начинает, грубо говоря, прогибаться, или нагрузка уже пошла, он уже не идет. Все, дальше не тянем, все ставим назад, шплинтуем, ставим это все дело назад, и все. Фух, показал вам историю замены пыльника. Все, ребята, всем удачи, пока.